Все ищут НЛО, Пентагон рассекречивает файлы, Конгресс проводит слушания, миллиарды долларов уходят на поиск внеземного разума. Они ищут корабль, что-то маленькое, зеленое, с большими глазами. А что если то, что они ищут, прямо перед ними? Только не маленькое, а размером в сотни световых лет. В 2022 году телескоп Меркат сфотографировал центр Млечного Пути. Тысячи гигантских нитей. Каждая сотни световых лет в длину. Они состоят из магнитных полей и потоков заряженных частиц, плазмы. Они реагируют на столкновения, изгибаются, восстанавливаются, передают энергию на чудовищные расстояния. Наша галактика пронизана ими, как тело пронизано нервами. Что сказали ученые? Не тепловой радиофиламент. Дали этому явлению мертвый термин и пошли дальше. Хотя в 2007 году физик Вадим Цитович и группа ученых запустили компьютерную симуляцию поведения пыли в плазме. Чистая математика, уравнения, законы физики. И по этим законам возникли двойные спирали, как ДНК. Структуры делились, были стабильны, более стабильные поглощали менее стабильных. Ученые опубликовали статью, математика корректна, рецензии написаны и тишина. Биологи сказали, не наша территория. Физики сказали, не наша компетенция. Идея упала между кафедрами и осталась лежать. Науку раздробили на куски, и ученые потеряли способность видеть целое. Но Вселенная не поделена на кафедры. Это единая система. И тот, кто хочет ее понять, должен смотреть всецело. И такой взгляд существует. Коран не делит Вселенную на части. Он говорит прямо. И среди его знамений сотворение небес и земли, и тех живых существ, дабба, которых он расселил в них. Корень этого слова в арабском – это не просто животное. Это отдельное существо со своими нуждами, которое движется ради выполнения определенной задачи. И это не ангелы. Для них в Коране есть отдельный термин. Муравей, идущий за водой, дабба, пакет, летящий по ветру, нет. Столетия назад Бадиузаман Саид Нурси дал этому аяту развернутое толкование. Небеса заполнены живыми существами из света, огня, электричества и других текучих тонких элементов. Он читал аят и видел то, что наука только-только начинает нащупывать. Вселенная заполнена существами, большую часть которых мы еще не научились видеть. Каждый из перечисленных фактов не является ответом по отдельности, они лишь буквы. А буква, не связанная с другими, ничего не говорит. Вселенная не россыпь беспорядочных букв. Это мудрая книга. И чтобы прочитать, нужно поднять взгляд, увидеть, что все от муравья до плазмы написано одной рукой, одним языком, в единстве и взаимосвязи. И тогда даже самые острые вопросы науки и человечества найдут свои ответы. И этот взгляд единобожие, взгляд Корана. И в наше время ключ к пониманию Корана – это тафсир Рисали Нур.